нас же не может быть вечный президент. Кто-то же должен у нас... По Конституции Российской Федерации, походу, может быть. 20 лет не хватит? Мне кажется, он будет вечно жить. В 2036 году, в 2024, а может быть гораздо и раньше, России предстоит выбрать нового президента. А других и нет. Хотелось бы кого-то посвежее. Держится очень крепко за кресло. Походу вечен. Кто им будет, каким должен быть глава государства? Мы спросили об этом случайных людей на улицах Москвы, и далеко не все они считают, что после Путина и вместо Путина может быть только новый Путин. Вот что они говорят. Он всех на место поставит. Но только не Путин. Любого другого человека, который будет поддерживать такую же политику на образование нормальной империи. Есть ли такие у нас политики? Но если только... А кто это? Вот, собственно. Кто-то же после него придет. Навального можно поставить. Не забывайте ставить лайки, оставлять нам свои комментарии, присылать идеи для вопросов, ну и обязательно подписывайтесь на наш канал. Как вы считаете, кто должен быть следующим президентом России? Сталин. Почему Сталин? Я не знаю. Не знаю. Даже не знаю. Нет. Ну как-то у нас же не может быть вечный президент. Кто-то же должен у нас... По Конституции Российской Федерации, походу, может быть. Ну, к сожалению, это вопрос без ответа. Выбора на данный момент нет. Да, я за путинец, да можно костей. Вот как хотите. Считаете, что он должен править дальше, вечно? Или как? Ну, вечно у нас, конечно, никто не будет править. Мы все смертные. Наверное, это хорошо даже. А как мой один знакомый, который моложе меня, наверное, лет на 20, он как-то сказал, даже он, 40-летний, сказал, что, а я, говорит, при Путине стал жить лучше. Ну, вот как хотите. Я просто очень хорошо помню 90-е. Что было тогда, что сейчас. Мне сейчас лучше. Мне лично лучше. А кто-то другой по-другому думает. Ну, что ж. Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Ох, да чего же он непривлекательный, а? Ну и происхождение, прости господи, темное, и взгляд. Ох, не, ну взгляды-то есть, ну какие-то мутные. Ой, господи, ну почему у меня, демократа до мозга, костей по конец, родилось именно это, а? Кто должен стать следующим президентом России? Я считаю, что президент России – это незаконная власть, я признаю только монархию. Но только не Путин. Я думаю, что экономист, человек с экономическим образованием, чтобы поднял немножко вот, не военную промышленность и армию вообще, а заработок у людей и прочее такое благосостояние. Мне Путин устраивает. Ну, когда-то же Путина не станет. Ну, не станет тогда, не знаю, может, нас не будет. Поэтому нам-то уже... То есть вы не задумываетесь, потому что вас не будет, когда не будет А Путина? может, нас уже не будет раньше. Откуда мы знаем? Мы-то и не так уж молодые. Поэтому нам уже думать о себе уже пора. Пускай Путин остается. А 20 лет не хватит? Мне кажется, он будет вечно жить. Ну, вечных не бывает людей. Вот кто-то же после него придет. Навального можно поставить. Больше у меня и кандидатов нет пока. Потому что молодежь на нем держится. Человек, который страну любит. А у вас есть такие на примете? На данный момент нет, один у нас Путин. Путин любит нашу страну? Надеюсь. Как вы считаете, кто должен стать следующим президентом России? Жириновский. Почему? Потому что хороший человек. И все критерии? Да. Как вы думаете, получится ли у Жириновского стать президентом, если он, по сути, вот при путинской власти нормально себя чувствует? Никто его не пустит все равно. Путин был и будет, наверное.
Ну, как вы считаете, вообще нужна какая-то сменяемость власти у нас в стране? Конечно, надо. На Жириновского. Он всех на место поставит. Кто будет думать о народе? Только. А как вы думаете, есть ли такие у нас политики? Ну, если только Грудинин. Вот Грудинина же не допускают до выборов. Как вы думаете, вот Владимир это- Путин отдаст ли кому-то власть, если Нет, даже в депутаты он не В данный пускает? момент нет. Что А делать? другого лидера нет. Или Путин. А что делать, чтобы что-то изменить? Надо бороться за власть. Хотелось бы кого-то поновее, посвежее, поинтереснее, с другими взглядами, более демократическими, менее тоталитарными, курс на движение с Европой, как бы больше дружбы и меньше вражды. Как вы думаете, почему у нас в России не появляются эти новые молодые лидеры? Ну, потому что старые тоже хотят быть и существовать, потому что как бы их просто глушат, чтобы не было такого, что они просто взяли и отняли власть. Потому что система уже сформировала себя, и как бы она есть. И не дается появиться новым лидерам. Федулов Савелий Андреевич. А кто это? Вот, собственно. Скоро будет. 10 лет, и он там будет. Каким способом вы планируете проводить его к власти? Что вы За планируете? деньги. За деньги. Все А деньги где вы решают. возьмете столько денег? Так у меня налик криминал там, авторитет 90-е. Возвращается. А кто кандидат? Ну, честно. Как вы думаете, куда делись независимые кандидаты у нас в России? Боюсь предполагать, куда они делись, а то среди них могу оказаться. Места не столь отдаленных. Разговаривает. В сортире мочить всех! Всех мочить в сортире! Ну-ну, не всех. Лежи спокойно, малыш. Сейчас мы будем делать из тебя человека. Путин. Почему? То по привычке должен стать. Пока нету, как говорится, альтернативы для него. Как вы думаете, почему нету за 20 лет не появилась альтернативы Путину? Очень трудно сказать, почему. Потому что власть, она держится очень крепко за кресло. Поэтому, раз встал человек, он будет до конца. Как у нас и в Союзе так же было. Пока или... Вы считаете, правильно ли это так жить? Да это неправильно, конечно. Ну просто претендентов нету для... Как вы думаете, замены. может быть, он устраняет всех претендентов? Ну, это не он устраняет, а его, как говорится, эшелон власти, они же работают над этим. Поэтому особо кандидатов и нету. Сталин, а почему? Поднимаете его, потому что будет порядок. А как же расстрелы, ГУЛАГи? Ну, не просто так же это было, правильно? Считаете, всех за дело? Ну, я думаю, да. Ну, не было такого. Посмотрите, как раньше строили дома. Они до сих пор стоят, и ничего с ними не случается. А сейчас как дома строят? А вы как считаете? Ну, насчет Сталина обвинять нельзя, надо почитать документы, потому что многие, кого осудили действительно по закону того времени. Ну а кого поднять? Да, любого другого человека, который будет поддерживать такую же политику на образование нормальной империи. Потому что, я имперский человек, мне нравится империя, я за нее готов поддержать. Кто должен стать следующим президентом России? Фургала. Почему именно он? А потому что вы посмотрите, что было на Дальнем Востоке и что стало. Когда он был. По крайней мере, прекратилась вырубка леса и так далее. Как вы думаете, позволит ли нынешняя власть ему не стать, позволит. если он так в тюрьме? Не позволит. Нынешняя власть нам ничего не позволит. Только ущемление прав и все. Хороший вопрос, честно говоря, не смогу на него ответить. Сейчас даже не знаю. Разрешите вокруг вас объединиться? Вы как раз то, что сегодня нужно всем нам. И как вовремя появились. Я ваш поклонник. Я ваш поклонник. Как я сказал? Вы сказали, что вы его поклонник. Я это сказал? Сам сказал? Ну я же не глухой. Тут что-то не так. Какое-то колдовство. В 24-м тот же президент должен быть, тот же. Тоже Путин.
Да. А после? После он должны вырастить. Так, ну, Как вы думаете, есть ли у нас в стране при нынешней власти среда, которая способна выращивать независимых политиков, кандидатов? Вот этот вот институт, он вообще есть у нас или нет? Ну, у нас нет институтов таких, как на Западе. У нас специфическая, так сказать, страна, специфическое управление страной. Но не обязательно это плохо. Путин? Почему? Ну, я не слежу, если честно, за остальными. Но его я хотя бы знаю. А как вот за 20 лет вашей жизни, вы, наверное, родились и выросли при нем, много ли что-то улучшилось, поменялось? Улучшилось, поменялось. Трамваи новые стали. Я, если честно, политикой вообще не особо интересуюсь. Честно, не задумывалась, но хочется, чтобы все-таки было новое лицо. Я не против Путина, естественно, но хочется каких-то новшеств, хочется больше для молодежи что-то, для пенсионеров. Хочется, чтобы им пенсию подняли. В общем, новое лицо, которое внесет что-то новое. Как вы считаете, кто должен стать следующим президентом России? Достойный человек, которого выберет народ. Путин. Почему? Он мне нравится. А 20 лет что он сделал такого хорошего за 20 лет? Ну, когда был Ельцин и Горбачев, они же Россию, как бы сказать, развалили, а Путин за эти 20 лет, ну, много чего, там те же самые площадки и так далее. Собянин тоже молодец. Ну, это Как ты думаешь, 20 лет не должна быть все-таки какая-то сменяемость власти у нас в стране? Ну, на данный момент я не вижу конкуренции для Путина. Вот, ну, Медведев, да, был неплохой. А так, ну, Как ты думаешь, почему у нас в стране, вот в нашей политической системе нет конкуренции, нет политической борьбы и нет каких-то оппонентов других кандидатур? Ну, я не знаю, это... Не знаю, в общем. Это зависит от, ну, человека, ну, какая у него цель, когда он хочет стать президентом, он хочет что, ну, у него же должна быть какая-то цель, правильно? Но я не вижу цели, вот, кого там посадили, я забыл. Еще... Алексей Навальный. Да, вот, Навальный. Вообще мне нравится, так, что он там ЕГЭ хотела отменить или ОГЭ. Образование-то тоже не будет. Ой, я только за Путина. Никого не хочу. Никого, только Путин. Но он же не вечен. Ну, вот как раз на мой возраст его хватит. А после вас что останется? А после меня уже будет... Он найдет достойного преемника, потому что какой он, такой и такую замену найдет. Без разницы. Лишь бы хорошо было. Ну, как же, при ком будет хорошо? Без понятия. Не политика не интересуюсь. Я считаю, никто. Путин мне вполне достаточно. Он же не вечен. Ну, все же, пока он жив, и пусть будет он. То же самое. Никого не вижу, помимо Путина, президента. Потому что он хороший президент, он достаточно делает много для России. Вы думаете, а почему нет других каких-то альтернатив? То есть вот у нас партия власти и сама власть создала такие условия, что нет других кандидатов, которых можно было бы увидеть. Ну, потому что он классный, а других и нет. Еще не нашелся тот, кто лучше Путина, вот и все. На самом деле, любой человек, который будет честно избираться. Честно избираться, это ключевое. А как вы считаете, возможно ли у нас вообще в России система честных выборов? На сегодняшний день нет. Но вообще, конечно, надо верить в то, что она возможна. надо же за это что-то, с этим что-то делать, мириться же нельзя. Кто должен стать следующим президентом России? Знаете, если честно, я такую за парламентскую модель государства, так что вот такая история. Как считаете, вот в нашей стране, чтобы перейти к парламентскому государству, нужен, наверное, все-таки президент, который упразднит пост президента. Вот как думаете, кто может быть этим человеком? Слушайте, я не знаю, не могу сказать. Я не знаю, у кого такая программа, но вот как бы у меня вот такие мысли по этому поводу. Кто будет выдирать ему волшебные волоски? Кто? Я. Молодец. Прощай. Улицам ходила большая
большая крокодила. Она зеленая была. Какой кошмар! Это не Цернобыль! Это мерзкая крошка Сахис! Вот отсюда! Походу вечен. После него все равно кто-то должен быть. Ну, он же и будет. Пожизненно. Да. Вечно. Да. Человек же он сам по себе не вечен. Рано или поздно. Ну, я ничего не могу сказать. Ну будет тот же и все. Может, ничего нельзя поменять? Ну, если бы хотели, поменяли. Ничего не меняется. Господин Цернобыль, скажите что-нибудь. Мы в нетерпении. Проще. Мы дали им по морде. Всем им дали по морде. Чтобы они знали. Патриот! Истинный патриот!